Привет, друзья! В этом видео я вам покажу, как переделываю свой старющий Интерскол 18-вольтовый с никель-кадмия на литий-ион. Вот запчасти, которые я приобрел на нашем любимом AliExpress. Это литий-ионы, тяговые аккумуляторы, индикаторы заряда и две БМС-платы для балансировки заряда и разряда аккумуляторов. Также для работы понадобится необходимый набор инструментов. Это мультиметр и паяльник. Вот посмотрите, в каком состоянии находится шуруповерт, весь поцарапанный, побитый, но шуруповерт, сама механическая часть достаточно крепкая, так как это модель ударная и на 18 вольт. Батарея уже конченая наглухо, я ее проверил, пытался заряжать, заряда хватает буквально на 2 минуты работы, так что разберем и посмотрим, что у нее внутри. Ну вот, благополучно удалил я винты с верхней крышки аккумулятора. Сейчас для наглядности давайте я замерю напряжение на выводах этой батареи и посмотрим, насколько она все-таки мертвая. Так, подключили ДЦ-шку обычным порядком и проверяем. Кстати, это поможет нам установить полярность аккумулятора для будущего. Но обычно на крышке обозначение есть, где минус, где плюс. Вот видите, да, что не больше 1 вольта имеет эта сборка. То есть батарея никуда уже не годится. Так, давайте уже откроем крышку и посмотрим внутрянку этого аккумулятора. Состоит этот аккумулятор, смотрите, из такого вот большого количества вот таких никель-кадмиевых банок. Напряжение каждой баночки 1,2 вольта. По весу они уже, конечно, никуда не годятся. То есть уже технологии давно шагнули вперед, уже везде литий, который легкий, емкий. Не боится недоразряда, то есть у него нет эффекта памяти, а это просто тяжеленная конструкция, которая, вот давайте вот я взвешу, посмотрим, сколько она весит. 657 грамм, это без корпуса. Ну и для сравнения давайте положим сюда наши 5 литий-ионных банок 18650 формата. Смотрим, так, 232 грамма. Так, ну и для чистоты эксперимента положим сюда еще БМС-очку нашу. То есть вот это весь наш аккумулятор, 247-248 грамм. Так, ну из полезного на этом аккумуляторе в принципе ничего нету. Выводы можно самому запаять. Ну и здесь вот это вот термореле, которая защищает от перегрева аккумулятора при зарядке. То есть вы можете его либо смонтировать, либо выбросить, то есть на ваше усмотрение. Так, ну что, друзья, теперь хочу попробовать я здесь разместить аккумуляторы, посмотреть, как лучше они будут ложиться. Так, вот таким образом они нифига не встают, мешают вот эти вот скобы. А вот так вдоль, в принципе, они хорошо ложатся. Наверное, размещу 3 внизу и 2 сверху в промежутках между ними. То есть, в принципе, еще и останется место здесь. Наверное, это можно будет каким-нибудь поролоном здесь заложить, чтобы аккумуляторы там не болтались по корпусу. То есть, приблизительно вот так это, наверное, будет у меня выглядеть. Да, именно так. Сюда вот сверху я еще замонтирую БМС-очку мою. И сейчас проверю, как крышечка укрывает вот эту вот штуковину. Так, в принципе, все нормально. Нигде ничего не выпирает, не придавливает. Все закрутится, все будет смотреться здорово. Посмотрим, друзья, также какую напругу выдает у нас зарядное устройство под нагрузкой. Так, 21 вольт без малого. Как раз для нашей сборки в 5 аккумуляторов это будет 21 вольт. В самый раз подойдет. Плюс-минус БМС-ка там подкорректирует. Ну, раз, друзья, БМС-ку вспомнили, то и посмотрим, что у нас есть по БМС. БМС приходит голая, поэтому купил кусок монтажного провода 4 квадрата и набрал также маленьких проводков для балансировки. Использую обычный паяльник, также китайский, в качестве флюса растворенную в спирте канифоль. Самый простой, так сказать, джентльменский набор. Здесь на БМС, смотрите, все обозначено. Это места вывода балансировочных контактов и силовые контакты. Они такие массивные. В принципе, на схеме все есть, никаких проблем не будет. Ну и все, в принципе, можно приступать к монтажу проводов на плату. Да, совершенно забыл сказать, что все ссылки на компоненты, которые я использую для переделки своего шуруповерта, я оставлю в описании к этому видео. Смотрите, пользуйтесь, переделывайте свои устройства и получайте от этого удовольствие.
Так, друзья, ну давайте перейдем теперь к аккумуляторам. БМС-ку я уже распаял. Смотрите, здесь имеются на этих батареях родные контакты, такие пластиночки никелевые. Толщина их 0,2 мм. Если у вас будут тоньше, то обязательно их замените, потому что тонкие пластинки перегорят. Это уже проверенный факт. А здесь они на точечную сварку прихвачены, но они хорошо паяются, то есть лудятся, паяются, то есть без проблем можно обычной пайкой. Но опять же, тонкая пластинка, она будет сильно нагреваться из-за маленького сечения и при пое расплавится. Ну, в общем, такая вот болваночка получается, чтобы вас сильно не утомлять. Весь процесс сборки досконально не показываю. И так понятно, что все 5 элементов, последовательную цепь я собрал. Получается у нас такая вот компактная сборочка на термоклее. Баночки склеены. Сверху вот так вот планирую приклеить БМС-ку. Сейчас надо хорошенько прикинуть, как будут силовые провода здесь располагаться к контактам, как их лучше приладить. Потом вот этот разъем нужно родной сюда будет припаять. Для надежности здесь я еще мотанул изолентой. Куда же без изоленты, да? Ну и как-то вот таким вот образом сюда буду приклеивать БМС-ку, и вот эти силовые выводы буду к вот этим пластинкам крайним приделывать, то есть припаивать. Но сюда на боковую стенку корпуса я решил приделать индикатор заряда батареи, такой вот самый обычный. Вклею его сюда на эпоксидный компаунд и будет, думаю, сносно. Ну а сейчас осталось, в принципе, припаять силовые выводы и можно будет уже закругляться с этой батареей. Ну вот, в принципе, на черновую и собрана первая батарея. Вот индикатор заряда. Я его уже проверял, прекрасно работает. Сейчас хочу подключить к зарядному устройству и посмотреть напряжение питания. То есть посмотреть, как работает родная зарядка. Сейчас вот нажму, смотрите, показывает процентовку заряда. То есть батарея где-то на 2/3 заряжена. Подключил к зарядному устройству, смотрим, все, зарядка мигает, заряд идет. Сейчас цешкой посмотрим напряжение питающее. Убедимся, что все это дело прекрасно работает, и в принципе можно будет уже это дело собирать. Ну вот, хорошо видно, что сейчас напряжение питания у нас 19,3 вольта. Ну, как я уже говорю, плата БМС, это плата заряда-разряда аккумулятора, она просто перезарядить и переразрядить аккумуляторную батарею вам не даст. Вот сейчас уже без одного деления полная зарядка. Так, друзья, теперь надо нам зафиксировать этот блок как-то внутри корпуса. Для этого я использую такой вот вспененный полиэтилен. В хозяйстве такой вот валялся, такой достаточно упругий. Я проложу им вокруг весь аккумуляторный блок, чтобы он там плотненько был зафиксирован и чтобы все это дело не болталось. Так, давайте взвесим, сколько это дело весит. Вот это родная батарея, смотрите, 821 грамм. И теперь взвесим модернизированную, сколько же она весит. По ощущениям раза в 2 легче. Да, так и есть, в принципе, без малого в 2 раза легче, чем родная батарея. При том, что емкость на 1 ампер-час больше. Ну вот как-то так, друзья, все замечательно работает, крутится, мощность вообще просто колоссальная. Еще, конечно, испытаю его в бою, потом, возможно, если вам будет интересно, запишу обзор. Ну а на сегодня пока все, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк, пишите комментарии.